Чуть в отдалении от нашего села, на самом краю леса, стоит избушка удивительного человека, нашего егеря Степана Егоровича. Всю свою жизнь отдал Егорыч охране родных мест от вандалов и лиходеев. Многое пришлось повидать ему на своем веку. И голодное послевоенное время, и беспредел 90-х, но во все времена оставался он непоколебимым на своем посту и, как мог, честно и трудно исполнял свой долг. Была у Егорыча и семья, да только сын давно уж уехал в шумный город, построив там свою жизнь и лишь изредка напоминая о себе звонками да письмами. А жена? Уж больше 10 лет, как ее не стало. Осиротела без нее приметная избушка, потускнел свет в ее оконцах. Но жизнь продолжается, и Егорычу одному теперь приходилось справляться и с домашними хлопотами, и с лесными обязанностями. Чем же он такой удивительный, спросите вы, и будете правы. Ведь много еще в нашей стране людей, честно делающих свою работу. Да только таких, как Егорыч, все же единицы. Все мы помним историю, когда пожилой егерь принес из леса в свою избушку целый волчий выводок, только-только открывших глаза щенят. Многие тогда крутили пальцем у виска, мол, старик совсем сбрендил, притащил в дом волчье семейство. Вот подрастут твои волки, и тебя же и сожрут, потому что дикие, и добра твоего они не понимают. Прямо в глаза говорили ему сельчане. На что Степан Егорыч только улыбался в ответ, будто сказать хотел: поживем, увидим. Долго и трудно тогда выкармливал волчат егерь. Отказывались они поначалу пищу из рук человека принимать. Да и чем и как кормить их тоже наука. Егорыч тогда специально в район ездил, чтобы с ветеринаром посоветоваться. Вот знания да его упорство сделали свое дело. Начали волчата поправляться да в рост идти. И уже совсем скоро местные начали замечать, как след за стариком словно на привязи. 3 волчат повсюду бегают. В деревню он с ними старался не заходить, чтобы к человеку меньше привыкали, да и собак местных тревожить ни к чему. А вот в лесу волчата быстро обжились. Словно и не было тех недель, что они в избушке егеря провели. Волчата тут же почувствовали себя дома на лесных просторах, потому с каждым разом все неохотнее в избы возвращались, а часто на ночь и сами стали в лес убегать, постигая волчью науку выживания. Егорыч прекрасно понимал тягу к лесной жизни своих питомцев, и когда они ушли насовсем, для него это не стало сюрпризом. «Волк без леса, что рыба без воды», отвечал он на едкие подколки односельчан. Но его серые сорванцы вовсе не забыли старика. Часто они встречались на лесных тропах. И теперь это уже были не пугливые волчата-подростки, а взрослые матерые волки, каждый из которых уже обзавелся парой, образовав целую стаю. Иногда волки, узнав Егорыча, даже подходили к нему в лесу, тыкаясь мокрыми носами в его ладонь. А новые члены их стаи осторожно наблюдали из-за кустов за странным поведением своих сородичей. Егерь видел это и, улыбаясь, сравнивал себя с этими волками. Ведь точно так же и люди смотрели на него самого, когда он принес волчат из леса. Сегодня Степан Егорыч с самого утра отправился в лес. Нужно было обойти все прикормки и подготовить кормушки к зимнему периоду. Многие из деревянных конструкций требовали ремонта, а егерь все любил делать заранее и не торопясь. Закончив работу на одной из площадок, Егорыч с удовлетворением осмотрел плод своего труда. Новенькая кормушка была полностью сделана его руками. Почти 2 часа потратил на это егерь, но зато теперь долгой зимой остророгие косули да лося без еды не останутся. Сложив инструменты в мешок, Егорыч закинул его на плечо и отправился в путь. На душе было тепло и спокойно от хорошо выполненной работы. Вдруг до слуха лесного человека донесся пронзительный волчий вой. Егерь сразу определил, что доносится он из района, близкого к его избушке. «Странно», — подумал Егорыч, — «неужто моя банда посреди белого дня проведать меня пришла? А почему же воют-то? Неужто случилось что?» Утвердившись в этой беспокойной мысли, старик ускорил свой шаг. Но, как выяснилось, он немного ошибся. Волки подавали знаки тревоги не от его избушки, а от старой заброшенной кошары, которая была совсем рядом. Сейчас об ее существовании уже мало что напоминало. Лес наступал,
поглотив своими зарослями разрушенное строение человека. Подойдя к бывшей кошаре, егерь увидел, что его волки столпились возле чего-то, пристально это разглядывая и время от времени поочередно закидывая морды вверх и протяжно воя. Волки тоже сразу увидели Егорыча, и некоторые из стаи тут же решили ретироваться, укрывшись в близлежащих кустах. Зато когда-то спасенные им волчата тут же кинулись навстречу человеку, демонстрируя свою радость. «Хорошая, хорошая!» Гладя по голове подбежавших волков, поприветствовал их Егорыч. «Вы чего тут концерт устроили? Что у вас тут случилось?» Как с людьми общался он с животными, а те, кажется, даже понимали его. Подойдя к месту, где топтались волки, егерь увидел открытый канализационный колодец, который остался тут с давних времен. «Непорядок?» — подумал Егорыч, наклонившись над ним и вглядываясь в черноту открытого зева. Как вдруг на дне ямы кто-то зашебуршал, беспокойно ища себе место. И до слуха старика донеслось жалобное ворчание небольшого еще медвежонка. «Вот тебе, Ина!» — удивленно вскрикнул старик. «Так вот, чего вы тут гласили». Обратился он к своим волкам, а те с ожиданием глядели на человека. Ну и что же тут поделать? Егерь задумался, как ему вызволить попавшего в беду медвежонка. Придется за лестницей идти, а пусть догадается ваш найденыш, как по ней наверх-то выбраться. Снова беседуя с волками, решил Егорыч. Хищники удивленно смотрели вслед уходящему человеку, как будто не веря в то, что он смог уйти, так и не оказав помощь бедному медвежонку. Однако совсем скоро егерь снова появился на опушке, неся на плече свою старую лестницу. «Ну что смотрите? Помогли бы лучше», — обратился он к волкам, которые по-прежнему ждали его здесь. Те в ответ кинулись к нему, принявшись обнюхивать принесенный им странный предмет. Поставив лестницу на край колодца, Степан Егорыч вытер пот со лба, переведя дух. «Ох, старый я уже стал к таким спасательным операциям», — пожаловался он своим серым питомцам и медленно, стараясь не испугать медвежонка, спустил лестницу на дно колодца. «Теперь ждать придется, хватит ли у вашего найденыша ума самому выбраться». Объяснил он волкам свою задумку и отошел в сторону, чтобы бурый пленник мог его не опасаться. Ждать пришлось совсем недолго. Уже буквально через 10 минут на поверхности показалась бурая мохнатая морда любопытного медвежонка. Высунувшись на поверхность, он вел себя крайне осторожно, тщательно принюхиваясь к новым запахам. Егорыч старался сидеть как можно тише, чтобы не спугнуть косолапого. А тут, убедившись, что ему ничего не угрожает, наконец выбрался из колодца на землю и, что из сил, рванул в лесную чащу, громко ревя, словно жалуя своей маме о том, что с ним произошло. Некоторые из волчьей стаи рванули за медвежонком, повинуясь инстинкту преследователя. Старик рассмеялся, глядя на эту картину, а потом устало поднял лицо к небу. Летнее солнце приятно ласкало его морщинистые щеки, словно благодаря за доброе дело. И тепло это, кажется, разливалось не только по его телу, но попадало и прямо в душу, делая старика немного счастливее.